Приветствую вас, друзья! Меня зовут Марьяна, и вы на канале «Вкусная еда». Превратите ваш любимый итальянский десерт тирамису в очень эффектный праздничный торт. Хотела бы поделиться с вами самым любимым моим рецептом десерта тирамису в виде торта. В составе торта нежный и очень вкусный бисквит на горячем молоке, который пропитанный ароматным кофейным сиропом с добавлением ликера амаретто, с прослойкой неимоверно воздушного крема на сливках с сыром маскарпоне. Торт получается просто безумно мягким, нежным, сочным, тающим во рту и очень воздушным, что словами не описать. Это надо только попробовать. Побалуйте своих родных и любимых этим вкуснейшим десертом. Готовим бисквит на горячем молоке. Все продукты для бисквита должны быть комнатной температуры. Включаем духовку и разогреваем ее до 180 градусов. В миске соединяем муку и разрыхлитель теста. Просеиваем сухие ингредиенты через сито, затем хорошо перемешиваем венчиком и откладываем в сторону. В большой миске соединяем яйца комнатной температуры, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбиваем яйца с сахаром до светлой и очень пышной массы около 10-12 минут, в зависимости от мощности вашего миксера. В хорошо взбитой яичной массе будет оставаться бороздок, если провести по ней пальцем. В сотейнике соединяем молоко и сливочное масло. Ставим сотейник с содержимым на небольшой огонь и, помешивая, доводим смесь до кипения. Убавляем огонь до минимума и держим молочную массу до тех пор, пока она не понадобится. При этом время от времени следите за смесью, чтобы она не пригорела. Частями добавляем смесь сухих ингредиентов в яичную массу. Хорошо перемешиваем лопаткой складывающими движениями, снизу вверх до объединения продуктов. В самом конце очень аккуратно вливаем в тесто по краю миски горячее молоко со сливочным маслом. И аккуратно перемешиваем лопаткой, также складывающими движениями, снизу вверх до объединения продуктов. Дно разъемной круглой формы диаметром 22 см затягиваем фольгой, выкладываем бисквитное тесто в форму и равномерно распределяем по всей поверхности. Выпекаем бисквит в разогретой до 180 градусов духовке около 35-40 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой, вставленной в центр. Она должна выходить абсолютно сухой. Вынимаем бисквит из духовки и оставляем на столе в форме на 10 минут. Затем аккуратно проводим тонким ножом по стенкам формы и извлекаем корж из нее. Бисквит получается легким, воздушным, ароматным, с легкой ванильной ноткой. Оставляем еще теплый бисквитный корж на решетке до полного остывания. Готовим кофейный сироп для пропитки бисквита. Завариваем несладкий крепкий кофе. Снимаем кофе с плиты и охлаждаем до комнатной температуры. В охлажденный кофе добавляем ликер амаретто и хорошо перемешиваем. Пропитка для коржей готова. Готовим сливочный крем с сыром маскарпоне. Сливочный сыр и сливки должны быть хорошо охлажденными. Венчики миксера и миску, в которой будете взбивать сливки, поставьте в морозильную камеру на 20-30 минут перед началом приготовления крема. В чашу миксера или в глубокую миску выливаем холодные сливки и взбиваем. Сливки начинаем взбивать на маленькой скорости миксера, постепенно увеличивая по мере необходимости. Постепенно добавляем сахарную пудру и продолжаем взбивать сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Частями добавляем холодный сливочный сыр маскарпоне и на низкой скорости миксера не взбиваем, а просто хорошо размешиваем сливочно-сырную массу до однородной и гладкой массы. Собираем торт тирамису. Остывший бисквит разрезаем на 3 равные части при помощи кулинарной струны или с помощью длинного ножа для хлеба. В итоге у нас получается 3 ровных и красивых коржа. На подходящее блюдо для торта или подложку наносим немного крема для того, чтобы закрепить нижний слой торта. Выкладываем первый бисквитный корж и немного прижимаем, для того, чтобы он приклеился к крему на подложке и не скользил по ней. Собирать торт я буду в разъемном кольце. При таком способе сборки торт получится с ровными краями и не будет перекошен. Сверху на блюдо ставим разъемное кондитерское кольцо такого же диаметра, как и бисквит.
Края разъемной формы прокладываем ацетатной пленкой и сжимаем форму вплотную к бисквиту. Обильно пропитываем бисквит кофейным сиропом по всей поверхности и по краям коржа. Сливочно-сырный крем взвешиваем и делим на 3 равные части. Для удобства крем выкладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой. Таким образом слой крема на торте везде будет одинаковым. По кругу наносим на бисквит слой крема при помощи кондитерского мешка с круглой насадкой. Затем хорошо разравниваем крем шпателем по всей поверхности формы. Сверху на крем выкладываем второй бисквит и немного придавливаем. Также обильно пропитываем бисквит кофейным сиропом по всей поверхности и по краям коржа. Покрываем бисквит второй частью крема. И хорошо распределяем шпателем или лопаткой по всей поверхности торта. Срез верхнего, третьего бисквитного коржа хорошо пропитываем кофейным сиропом, также по всей поверхности и по краям коржа. Выкладываем пропитанный сиропом бисквит на торт, не обрезанной стороной вниз, и немного прижимаем. Снимаем разъемное кольцо, в котором мы собирали торт, оно нам больше не нужно. Затем аккуратно удаляем бортик из ацетатной пленки. Выкладываем оставшуюся часть крема наверх торта. Затем равномерно распределяем его по верхушке и бокам торта. Аккуратно разравниваем большим шпателем вертикально вдоль боковой поверхности. Сильно не нажимаем, просто стараемся много крема не снимать. Если образовались пустоты или сняли слишком много крема, добавляем в то место, где нужно. Выравниваем торт до получения идеального результата. Оставшийся крем выкладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой. Украшаем наш торт кремом по всей верхушке торта. Убираем торт в холодильник для пропитки на 4-5 часов. Перед подачей на стол достаем охлажденный торт из холодильника. Затем обильно посыпаем верх торта несладким какао-порошком. Нарезаем торт на порционные кусочки, готовим ароматный кофе и наслаждаемся просто безумно нежным, воздушным, тающим во рту десертом. Торт тирамису готов, приятного аппетита и удачного вам приготовления! Всем спасибо, что посмотрели видео, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно.